Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости, подумайте только, целого западного региона, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Конечно же, с помощью статистических данных разберемся в процессах, как краткосрочных, период исследования будет у нас октябрь, будем сравнивать с ноябрем месяцем, так и долгосрочных, это называется еще тенденции или тренды. Будем разбираться, что произошло по 8 крупным областным городам-центрам на протяжении одного года. Всю эту информацию я постараюсь вам изложить в течение, ну, может быть, 40 минут. Больше, наверное, ну, постараюсь кратко говорить. В конце подведем итоги, и я сделаю прогноз до конца первого квартала 2026 года. Напомню вам, что записываю это видео 30 декабря 2025 года. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Постараемся с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, ну давайте начнем. Перед вами карта западной части Украины или западного региона, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Давайте вот так сверху вниз, да, ну это у нас как оно получается, справа налево или слева направо, ну, в общем, вы поняли. Очень сжато постараюсь тезисно рассказать вам основные показатели, которые характеризовали рынок жилой недвижимости. Напомню, это первичный и вторичный рынок по 8 крупным городам-центрам. Буду говорить только в процентном соотношении, что произошло со стоимостью квадратного метра. А вы уже стоимость квадратного метра сами прочитаете, все это есть. Все это, друзья, стоимость квадратного метра в долларах. Напомню вам, что это американская национальная валюта, причем тут Украина, никто до сих пор не может разобраться, да? Но продают на вторичном рынке за доллары, друзья, чуть меньше за евро. Итак, у нас город Луцк, видим легенду карты, социальное жилье, рост за месяц 1,31%, то есть по 1,5% за месяц, ничего себе рост стоимости, да? Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, это также вторичный рынок, чуть меньше рост, плюс 1,15% за месяц. Переходя к первичному рынку, квартиры эконом-класс выросли на 1,15% также за месяц. Ну и первичный рынок квартиры эконом-класс выросли на 1,36% за месяц. Напомню вам период сравнения. Мы сравниваем октябрь месяц с ноябрем месяцем 2025 года. И первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подорожали на 1,11%. То есть мы видим по всем сегментам рынка недвижимости, друзья, что правильно, рост стоимости квадратного метра. Как я люблю говорить, с какого-то перепуга. Ну, потом мы с вами поговорим о перепуге. Дальше, друзья, следующий город. Ну, напомню географию. Город Луцк и Волынская область – это приграничная зона. Ну, вы это видите, да? Также город Ровно имеет границу. Граница, по-моему, с Белоруссией. По-моему, с Беларусью. Вот, если что, поправьте, пожалуйста. Но однозначно я знаю, что есть один погранпереход. Мне кажется, с Республикой Беларусь. Итак, социальное жилье также подорожало на 1,27% за месяц. Эконом-комфорт бизнес-класс, мы говорим сейчас о вторичном рынке, подорожал на 1,15%. Переходя к первичному рынку, мы видим также динамику роста, ну, менее, ну, не такую агрессивную, как в городе Луцке. Видим, что квартиры эконом-класс подорожали всего лишь на 0,18% за месяц. И первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожали на 1,10%.
Ну, в итоге мы видим, в общем-то, также динамика роста присутствует во всех сегментах рынка жилой недвижимости. Следующий, друзья, город, это уже, видите, центральная как бы часть западного региона. Ну, прямо видно, вот эти города, которые мы с вами проговорили, Луцк, Ровно, естественно, Волынская, Ровенская область, это приграничные области, а здесь он прямо в середине. Город Тернополь. Социальное жилье подорожало на 1,34% за месяц. Это вторичный рынок. Вторичный рынок квартир эконом-комфорт бизнес-класс подорожали на 1,14%. Переходя к первичному рынку, мы наблюдаем ту же самую динамику роста. Первичный рынок эконом-класс подорожал на 1,50% за месяц. Хорошая история. И первичный рынок комфорт бизнес-класс также подорожал на 1,13%. То есть мы видим, что третий крупный областной город-центр показывает нам динамику роста в течение одного месяца. Переходим к городу Хмельницкий. Он также находится в центральной части западного региона. Видим, что социальное жилье подорожало, это вторичный рынок, на 1,43%. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, вторичный рынок подорожал на 1,20%. Первичный рынок, квартиры эконом-класс подорожали на 1,56% за месяц. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожали на 1,27%. Итак, четвертый город показывает нам динамику роста по всем, друзья, сегментам в течение одного месяца. От 1 до 1,5%. То есть это, ну, это значительная динамика роста. Чем она обусловлена, не знаю. Ну, потом поговорим, у меня есть предположение, конечно. Переходим к следующему городу. Город Черновцы, но это уже приграничная Черновицкая область, город Черновцы, это самая маленькая область в западной части Украины и в целом в Украине по количеству, так сказать, людей и по, в целом по, ну, сама область, она самая небольшая по территории. Видим, что социальное жилье подорожало на 1,28%, это вторичный рынок, напомню. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, вторичный рынок подорожали на 1,03%. Первичный рынок квартиры эконом-класс подорожали на 0,80%. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожали на 1,4%. Та же самая положительная динамика, это уже пятый областной город-центр. Переходим к следующему, друзья, городу. Шестой это город, да, у нас правильно? Шестой. Город Ивано-Франковск. Это тоже, друзья, ну, так сказать, приграничная область, да, город Ивано-Франковск. Вот во всех этих городах, друзья, я был, во многих у нас были, как оно называется, офисы свои в свое время, да, когда я был помоложе. И вот город Ивано-Франковск, скажу честно, мне запомнился тем, когда первый раз я приехал. Великолепный, красивый город, очень, очень много молодежи. И очень много беременных было женщин, ну тогда где-то от 20 до 30 лет. Ну просто какой-то это самое, как она называется, каждая вторая мамочка идет. И население, которое там 50 плюс, практически отсутствовало. Я тогда еще удивлялся, думал, блин, какая-то аномалия. А на самом аномалия не присутствовала, просто люди после там, 50 лет, это уже зрелые люди, которые, так сказать, не смогли найти себя в родном городе, уезжали на заработки. Куда? Совершенно верно. За границу, кто в Российскую Федерацию, кто в Европу, ну и так далее. А молодежь присутствовала в городе, естественно, родители деньги отправляли, я так понимаю, то есть молодежи было очень много, и деторождаемость, я так предполагаю, была тоже очень на большом, на высоком уровне, потому что, ну, беспечная жизнь, это же хорошо, родители обеспечивают, в общем-то, достойную жизнь молодежи. Ну, это я так вспомнил почему-то, напомню вам, что это было лет, наверное, 20 назад, когда я первый раз попал, может, чуть больше, в город Ивано-Франковск. Итак, давайте сейчас о недвижимости будем говорить.
Социальное жилье, вторичный рынок, рост 1,5% за месяц. Тоже хорошая история. Эконом-комфорт, бизнес-класс, также рост на 1,25%. Все мы говорим о вторичном рынке. Теперь мы переходим к первичному рынку. Квартиры эконом-класс подорожали на 1,66%. Первичный рынок комфорт, бизнес-класс подорожал на 1,44% за месяц. Подводя итоги, мы говорим, что это уже шестой город, областной центр, показывает на положительную динамику роста в течение одного месяца, то есть это колебательный процесс. Переходим к городу Ужгород. Город Ужгород – это также город почти на границе, помните, да, со Словакией. Это, в общем-то, великолепный тоже город, центр города, ну, очень красивый старый город. Да и сам, в общем-то, город достаточно, как мне показался, уютный. Тоже много раз был, очень много раз был. Итак, мы говорим сейчас о Закарпатской области. Кстати, я когда-то вот совершенно случайно читал диссертацию, не помню, как называлась тема, да, но что-то было связано с развитием регионов, да. Сейчас не помню, не хочу соврать. И я был просто в шоке, когда... Это в открытом доступе, друзья. Все диссертации, которые пишутся, ну, не знаю, сейчас, может, закрыли, они есть в открытом доступе. И когда я прочитал, что вместо Закарпатской области Ужгородская область, ну, какой-то там партийный бонза очередное получал свое научное звание. Я, ребята, вот тихо выпал в осадок, а потом больше Луцкая область, то есть Волынская область, город Луцк. А там ну, было написано, что это Луцкая область. В общем, друзья, еще те у нас, так сказать, ученые, да. Почему вспомнил, не знаю, но вот вызвало такие, в общем-то, как она называется, такие вот смешные воспоминания. И не случайно, почему? Потому что тогда это было смешно, сейчас это печально. Вот такие вот ученые худо-бедно как-то пришли к власти или просто не ученые, а просто неграмотные люди. Ну и началось то, что мы сейчас видим в Украине. Дальше, друзья, давайте пройдемся по рынку недвижимости, не буду отвлекаться. Социальное жилье, вторичный рынок, рост плюс 1,36%. Вторичный рынок эконом-комфорт бизнес-класс, рост плюс 1,18%. Переходя к первичному рынку, видим, что также динамика роста присутствует, плюс 0,86%. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подорожали на 0,93%. Та же положительная динамика за месяц, друзья, по всем сегментам рынка недвижимости. Ну и переходя к городу Львову, это самый крупный областной город-центр в западной части Украины. Также на границе с Польшей. И что мы, друзья, здесь видим? Социальное жилье подорожало на 1%. Эконом-комфорт бизнес-класс, это все вторичный рынок, подорожал на 0,90%. Это все за месяц. Первичный рынок эконом-класс подорожал на 1,23%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, квартиры данного класса подорожали на 0,83%. Ну и первичный рынок элитный класс подорожал за месяц на 0,71%. Друзья, подводя итоги, видим, что во всех 8 крупных областных городах-центрах прямо неудержимый рост стоимости квадратного метра от 1% до 1,5%. С чем это связано? Ну, потом поговорим, наверное, в конце видео. Постараюсь на эту тему очень кратко свои соображения рассказать. Досмотрите. Внизу табличка, друзья. Давайте, подводя итоги, я просто подведу. Вот видите, здесь Львов, Черновцы, Ровно. Я то, что сейчас озвучивал, здесь это все только по классу социальное жилье. Он самый большой класс, который эксплуатируется в Украине. И вот, подводя итоги, внизу вот здесь видите район, вернее, в целом по региону средняя стоимость. В ноябре 2025 года это $787 за квадратный метр. Это социальное жилье. Как считается средняя стоимость квадратного метра
среднеарифметическое, прошу прощения, да, вы знаете, что видим, друзья, рост за один месяц в целом по региону 1,2%. Индекс рынка недвижимости целого региона положительный единичка, запятая 0,12. Переходя к следующему слайду, друзья, здесь мы будем говорить о уже долгосрочных процессах или тенденции, тренды, можно так называть, длиною в 1 год. Смотрите, вот здесь табличка, вверху осталась та же самая информация, которую я вам проговорил. Итак, мы видим, что город Львов. Давайте я сделаю ранжировку некую такую, чтобы вам было, наверное, интересно. Самый дорогой город в западной части Украины — это, конечно же, Львов. Говорим о социальном жилье, друзья. Пожалуйста, не пишите мне глупости. Если не хотите слышать меня, то я вам ничем не помогу. Если хотите видеть, что произошло с другими, так сказать, классами, переходите на карту вот здесь. Но здесь только в течение 1 месяца я даю, так сказать, информацию. А здесь подытоживающие данные по самому крупному классу рынка недвижимости. Итак, социальное жилье, город Львов, 1009 долларов за квадратный метр. Что показало динамику роста за год, плюс 5,88%. Вроде бы и немного, друзья. Но рынок недвижимости не ведет себя по-другому. Вот я с умилением смотрю, когда показывают там 70% роста, 50% роста в течение года. Причем это показывают люди, которые имеют непосредственное отношение к науке, к исследованию. Вот я, как оно называется, я не могу себе предположить или представить. Недавно просто, как недавно, ну, во-первых, вся эта статистика, о которой мы с вами говорим, она архиважна для финансовых учреждений, в данном случае Украины, да. И вот когда исследователь очередной вываливает тому или иному банку индексы, которые показывают, что рынок недвижимости за год вырос на 60-50%. Вот эти друзья, которые там сидят в банке, которые заказывают данные исследования, они хватаются за голову и потом говорят: нет, нам такое нафиг не надо, потому что это с точки зрения элементарной логики, экономики, это нереальные вещи, да, просто нереальные вещи. Поэтому, друзья, вроде бы немного, но 6% в годовом измерении — это настолько подорожала недвижимость в городе Львове. Индекс единичка, запятая 0,59. Следующий по стоимости квадратного метра у нас город Черновцы. Это, видим, тоже приграничный город. 791 доллар за квадратный метр, класс социальное жилье. Рост 6,17%. И это мы говорим в годовом измерении, выросла недвижимость. Индекс положительный, единичка 0,62. Следующий город по стоимости, да, видим 783 доллара, это город Ровно. И здесь рост 6,53% за год. Индекс положительный, единичка, единичка Ровно, да? Извините, единичка 0,65. Следующий, друзья, у нас идет город Ужгород, 747 долларов за квадратный метр. Это также приграничный город. Рост плюс 6,41%. Индекс положительный, единичка 0,64. Город Тернополь показал стоимость квадратного метра, класс социальное жилье, 759 долларов за квадратный метр и рост 7,81%. Город Луцк 774 доллара за квадратный метр, рост 9,17%. Город Хмельницкий 710 долларов за квадратный метр. Напомню вам, мы говорим о социальном жилье. И рост 7,41%. Ну и город Ивано-Франковск 721 доллар за квадратный метр и рост 8,58% за год. Друзья, ну несложно посмотреть и как бы понять, что наибольше всего подорожала недвижимость в городе Луцке на 9,17%, именно класс социальное жилье. На втором месте город Ивано-Франковск
на 8,58% рост. Ну а дальше примерно все одинаково, 7%, 6%. И город Львов замыкает, так сказать, восьмерку городов областного значения. Здесь 5,88% в годовом измерении. Среднее арифметическое число в целом по региону 787, рост на 7,17% за год. Индекс положительный, единичка, запятая 0,72. Друзья, немного рекламы. Я и компания Alim Consulting на протяжении больше 10 лет готовим индексы для крупных украинских банков, системных, национальных, а также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И я знаю фокус-группу людей, которые смотрят мои обзоры. Так вот, по поводу индексов. Хочу сказать, что это макроэкономический показатель, который показывает или характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Он очень просто считается, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере целого региона. 787 делим на 734. Получаем или же рост процентом соотношения 7,17%, или вот этот положительный индекс единичка 0,72. Друзья, я знаю, что вот эта фокус-группа людей по крупицам собирает информацию о том, что происходит на рынке жилой, и не только жилой недвижимости Украины в целом. То есть это управление по рискам, риск-менеджменту в разных банках называется по-разному. Вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю и показываю вам на примере сейчас социального жилья по целому региону, как меняется стоимость недвижимости во времени. В данном случае всего лишь один класс рынка недвижимости, и это вторичный рынок. Поэтому, друзья, меня несложно найти. В описании YouTube канала есть мой Viber-телефончик. Viber-телефончик, еще раз напомню. Можете написать или позвонить. Мы с вами составим техническое задание по всему кредитному портфелю, под которое ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые ресурсы для приобретения недвижимости, и вы будете видеть раз в квартал, что происходит с этой самой недвижимостью. Растет она в стоимости или же снижается. Это архиважная информация для вас. Почему? Ну, потому что Национальный банк заставляет вас или самих мониторить вот эти стоимостные показатели, да, или же нанимать кого-то, кто будет профессионально делать это за вас. Поэтому можете узнать, кто такой Андрей Гусельников и компания Alim Consulting у своих коллег. Я думаю, что вы получите исчерпывающие данные о моей персоне. Итак, мы проговорили, что в целом рост на 7% по целому западному региону жилой недвижимости, в данном случае социальное жилье. Давайте, прежде чем говорить о прогнозах, я вам покажу занимательную статистику. Это уже статистика не моя, эту статистику вы можете найти, но правда не в таком виде. Служба статистики дает информацию о количестве сданных в эксплуатацию квартир по всей Украине. Напомню вам, что для того, чтобы делать прогнозы, вам необходимо совершенно точно понимать, что на рынок недвижимости, как и на экономику, влияют внешние факторы и внутренние факторы. Внешние факторы – это война, это, условно говоря, это может быть белый шум, заявления каких-то голословные заявления Дональда Федоровича Трампа, что завтра закончится война. Просто в качестве примера привожу. И все взбодрились. Все, война закончится, недвижимость подорожает. Давай выставлять сумасшедшие какие-то цифры за свои квадратные метры. Просто в качестве примера привожу. Внутренние факторы. Вот внутренние факторы как раз наиболее актуально показывают, что происходит с естественно, экономикой, а рынок недвижимости, являясь сегментом экономики, отражает все те же негативные или положительные тенденции, которые наблюдаются по макроэкономическим показателям, которые характеризуют развитие экономики. Так вот, во внутренних показателях, друзья,
Ну, все, печаль печальная, прям, ну, беда, беда, да, там все падает, падает уже на протяжении 4 лет войны, включая западный регион. А вот эти внешние факторы, которые, с одной стороны, вроде бы война, с другой стороны, первое время куча переселенцев побежала в западную часть Украины, там аренда повысилась, и люди начинают себе фантазировать, что их не самое дорогое жилье, то есть и для продажи она поднялась в стоимости, ну и так далее. И вот как оно называется, да, где золотая средина? Давайте сейчас о внутренних факторах. Я подвожу вас к очень важному фактору, насколько развивается первичный рынок и сдается в эксплуатацию нового жилья. В целом по Украине видим 2024 год сравнил с 2021 довоенным. Снижение на 33%. То есть компании-застройщики стали меньше сдавать в эксплуатацию нового жилья. И с какого перепуга, думаете? Да, менее платежеспособное население стало. Если вы хотите сказать, что, ну да, это только по той части Украины, которая граничит с Российской Федерацией, нет, смотрите, я посчитал для вас, западный регион, 8 крупных областных городов-центров, показало на 10% снижение активности по сдаче или вводу в эксплуатацию нового жилья. Ну вот давайте на примере города, только не города, а статистику дают по целой области, это Львовская область. Я вам для примера просто покажу. Было сдано в 2024 году минус 21 ну, на 21% меньше, чем в довоенный период. Теперь давайте посмотрим следующий слайд. Здесь информация свежая за первое полугодие, сколько было сдано в эксплуатацию нового жилья в целом по Украине. Ищем, где у нас Львовская область. Видим, находим. 3984 квартиры за первое полугодие было сдано в целой Львовской области. Предположим, хотя это нельзя так делать, то есть это называется линейная экстраполяция, что ровно столько же квартир будет сдано во второе полугодие. Смотрим, а сколько же в 2024 по Львовской области? Оба-на, 9385 квартир, а там 4000 округлили в большую сторону, и 4 уже 8000. То есть уже получается в 2025 году меньше сдается в эксплуатацию на 10%, чем это в 2024 году. А я думаю, что на самом деле там не 8000 будет сдано, а 7000 или возле этого. Почему? Потому что сдаются в эксплуатацию это те жилищные комплексы, которые начинали строиться до войны. А жилищный комплекс строится, напомню вам, 3-4 года. Вот вам и вся математика. То есть как раз сейчас достраивают то, что начинали строить во время войны. Подводя итоги, ничего вам это не напоминает. Компании-застройщики, они капиталисты, друзья. Они хотели бы зарабатывать деньги на беспечных, так сказать, украинцах, которые хотят приобретать на первичном рынке жилье. А нет, что-то сдерживает. Наверное, это платежеспособность населения, да. Но в данном случае я вижу только одно. Снижается платежеспособность в целом. И, естественно, компании-застройщики перестают сдавать в эксплуатацию все меньше и меньше жилья. Назовем это так. Следующий, друзья, фактор, это основной фактор. Поговорим о людском капитале. Я уже о нем говорил в нескольких своих видео, но считаю, подводя итоги ноября месяца, по целому региону, куда входят 8 крупных областных городов-центров, это, думаю, не будет информация лишняя для вас. Итак, человеческий капитал, людской капитал, как угодно можно называть. На Марсе нет коррупции, знаете почему? Потому что нет людей. Все как бы очень просто. Итак, давайте посмотрим, что произошло у нас с людским капиталом в целом сначала по Украине. Мы видим, что самостоятельная Украина как страна 1991 год имела 52 миллиона 944 тысячи населения. Ну, 52 миллиона. Без войны. До 22 года, первый квартал, здесь как бы корректно дает служба статистики информацию, нас уже стало 41 миллион 167 тысяч. Ну, извините, друзья, хорошее государство за период 30 лет потеряло сколько? Почти 10 миллиардов, друзья. Это огромное число, это просто огромное число людей, которые или уехали, или покинули этот мир. Но это была довоенная история.
Дальше интереснее, друзья. Вверху смотрим количество людей, которые покинули территорию Украины, уехали, естественно, на Запад. Это у нас европейские страны. 7 миллионов 678 тысяч. Из них только 4 миллиона 805 получили статус временной защиты. Дальше, в Российскую Федерацию, это официальный источник, видите, Организация Объединенных Наций, можете на сайте их посмотреть эту же информацию. Также говорится, что в Российскую Федерацию уехало 2 миллиона, но чиновники Российской Федерации заявляют, что это 5 миллионов, и я склонен верить, что это 5 миллионов, друзья. Просто даже, э, как оно называется, гадалки не ходи, да. А недавно, неделю, там, две назад, Путин говорил, что ну, хотите голосовать электронно с помощью там гаджетов, девайсов. Да нет проблем, у нас тут украинцев, говорит, 10 миллионов живет. Ну да, кто же их и считал, как и в Западной Европе. Но, предположим, возьмем эти данные, чтобы вы просто понимали логику. 7 миллионов 678 тысяч. Это люди, которые в европейских странах живут. Прибавить 5 миллионов, которые в Российскую Федерацию уехали, получаем 12 миллионов 678 тысяч. Это люди, которые покинули территорию Украины. И я уверен, никогда туда не вернутся. Плюс 500 тысяч. Что за 500 тысяч? Это безвозвратно потерянные, ну, убитые на фронте люди, да, хотя на самом деле эта цифра, я думаю, раз наши пропагандисты, я имею в виду украинские, говорят, что миллион погибло со стороны Российской Федерации, то, скорее всего, миллиона, может даже и больше погибло со стороны Украины. Но возьмем 500 тысяч, об этом говорят многие политики, поверим, да, на слово. Прибавляем к 12 миллионам 678 тысяч, 500 тысяч, получаем 13 миллионов 178 тысяч. Итого, подводя итоги, такая несложная математика. Берем вот здесь, видите, 41 миллион 167 тысяч, отнимаем 13 миллионов 178 тысяч и получаем 27 миллионов 988 тысяч, то есть 28 миллионов. Но, друзья, меня терзают смутные сомнения. Во-первых, вот здесь по, так сказать, по потерям, да, там же нет люди, которые безвозвратно, или как они, 500-е, ну, о которых ничего не был человек и исчез человек, нет его. То есть это большое количество людей, огромное. Люди, которые попали в плен. То есть на самом деле вот здесь можно смело добавлять как минимум 1 миллион. Ну и вот здесь люди, которые не регистрировались, уезжая и себе работают там или в Европе, или в Российской Федерации, я думаю, что вот 2 миллиона можно смело отнимать и получим мы в итоге 25 миллионов. Ну и как вам нравится история в самостоятельной Украине? 51 миллион 994 тысячи это начинала Украина как самостоятельное государство. И деградация, и, так сказать, депопуляция населения до 25 миллионов. Задайте себе вопрос, почему это происходит? Нет никаких мыслей, которые бы там, ну, заставили людей подумать, а что-то не так в этом государстве, а почему люди убегают или умирают в таких количествах. Ну, подумайте, да, я думаю, что это хоть и сейчас предновогоднее настроение, но в любом случае мы говорим о недвижимости, а недвижимость и люди это тире равно. Почему? Потому что в недвижимости живут люди, и живут люди, украинцы. И если депопуляция населения, то недвижимость или квартиры становятся что менее востребованы или вообще не востребованы. Ну, нет людей, зачем квартиры? Итак, от такой грустной, так сказать, темы, теперь уже давайте поговорим приблизительно, предварительно, это предположение о прогнозах. Закрываю показ слайдов. Я предполагаю, что, друзья, по западной части Украины мы в первом полугодии увидим все-таки рост. Рост будет также незначительный, в районе, может быть, 1% в месяц. То есть в итоге, когда будем говорить о третьем квартале,
2026 года мы, сравнивая с третьим кварталом 2025 года, рост будет где-то порядка, наверное, 7-8% в годовом измерении. То есть динамика роста будет продолжаться. Но еще раз повторюсь, я понимаю, что мы говорим о предложениях, чтобы вы понимали, что такое продажи и что такое предложение. То есть мы мониторим рынок по предложениям. Это хотелки всего лишь. И когда хотелки растут, а количество транзакций сокращается, в феврале запишу видео, официальную статистику дам, насколько стало меньше недвижимости продаваться в Украине. В феврале 2026 года я вам дам эту информацию. Меньше сдается в эксплуатацию нового жилья и о факторах внутренних. Меньше людей проживает на территории Украины. Почему растет недвижимость? То есть ни больше, ни меньше вопрос у меня очень просто. То есть люди, вот это стадное животное, которое, ну, простите, я сам отношусь, наверное, к такому же стадному животному, только у меня более развито, как мне кажется, критическое, так сказать, мышление. Так вот, если вам со шмарафона рассказывают, что война скоро закончится, если рассказывают, что экономика растет, у кого растет, неизвестно только, да, если рассказывают, что недвижимость растет, оно отражается на этих цифрах, которые я вам показываю. Это предложения, хотелки продавцов. Но при этом нет ни покупателей, первичный рынок встал на паузу, как Конституция, нет людей. Вот вам такая история по поводу прогнозирования рынка недвижимости в Украине. Даже вроде бы в благополучной, как кажется многим, западной части Украины. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Lim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.